Всем привет! С вами Ирина, и я рада вас приветствовать на своем кулинарном канале. Сегодня я предлагаю вам приготовить такие аппетитные тефтели. И этот рецепт я называю классическим, потому что именно по этому рецепту я готовлю тефтели чаще всего. И сегодня хочу поделиться рецептом с вами. Нам понадобится кусочек мяса, либо фарш, лук, морковь, рис, соль, перец, другие специи, зелень и томат или томатная паста. Из мяса я буду делать фарш, поэтому нарезаю сначала кусок на кусочки, на маленькие. Для тефтелей лучше всего брать говядину, но у меня в морозилке нашлась только свинина, поэтому буду готовить из нее. Если у вас есть готовый фарш, то можете брать его. Количество используемых мной ингредиентов вы найдете в описании под этим видео. Мясо нарезали. Теперь подготовим лук для фарша. Его можно нарезать крупно, потому что я буду перекручивать все в мясорубке. Способ без использования мясорубки я показала в одном из предыдущих выпусков в рецепте фаршированные перцы. Таким образом все нарезаю. Кому интересно, обязательно посмотрите рецепт фаршированных перцев. И подписывайтесь на мой кулинарный канал. Небольшую морковку нужно натереть на крупной терке. Морковку тоже подготовили. Для пережарки одну луковицу нужно очистить, вымыть и мелко нарезать. Сначала делю луковицу пополам и нарезаю сначала полукольцами, далее уже на мелкие кусочки. Обязательно подписывайтесь на мой кулинарный канал, здесь много вкусных рецептов, простых рецептов, как на каждый день, так и праздничных блюд. Есть выпечка всевозможная, поэтому каждый найдет здесь что-то свое. Мясо и лук перекручиваем через мясорубку, то есть я сначала добавляю немного мяса. Где-то в середине перекручиваю весь лук. Далее оставшееся мясо, чтобы лук не остался на стенках мясорубки. Фарш перекрутили. Теперь добавляем сюда соль по вкусу, молотый черный перец. Можно добавлять любые специи, которые вам больше нравятся. Я добавляю только черный молотый перец. Немного риса, я его заранее промыла проточной водой. И все это хорошо вымешиваем. Кроме кулинарного канала у меня есть еще и лайв-канал, поэтому на него тоже обязательно подписывайтесь. Там много всего полезного и интересного. Да, кулинарии там нет, но есть другая интересная информация, влоги. В мессенджерах ВК, Telegram, Max я тоже веду блоги, поэтому тоже на них подписывайтесь. Таким образом хорошенько вымешиваем. Далее можно формировать наши тефтельки. Диаметр может быть разный. Я делаю такие примерно в размере 5 сантиметров. Таким образом скатываем все шарики. Раз тефтелька, два тефтелька, три тефтелька. Таким образом у меня получилось 10 заготовок для тефтелей. Теперь приготовим пережарку. Для этого в сковороде либо в кастрюле разогреваем растительное масло. Высыпаем мелко нарезанный лук и обжариваем, пока лук не станет прозрачным. Это блюдо удобно готовить в казане, потому что пережарка в казане очень хорошо обжаривается и не нужно ничего перекладывать в кастрюлю. Если обжаривать, например, в сковородке, то нужно переложить в кастрюлю. Это все неудобно. Много посуды нужно испачкать. Добавляем натертую морковь и продолжаем все обжаривать до золотистого цвета. Обязательно поставьте лайк этому выпуску,
Для меня это лучшая мотивация снимать для вас новые рецепты. Например, если вы любите привкус болгарского перца, то можно одну штучку также мелко нарезать и добавить вместе с морковкой к пережарке. Посмотрите, как морковка передает цвет маслу. Она стала такое ярко-желтое. Наша пережарка готова. Заливаем ее томатом. У меня томат домашний, я добавляю вот сразу пол-литра. Если у вас томатная паста, добавляйте ее. Можно томатный сок домашний добавить, то есть все на ваше усмотрение. Сюда же добавляем зелень. У меня укроп, заготовка замороженная. Очень удобно хранить в морозилке. Свежая, если у вас свежая зелень, достаточно одного пучка, просто его порезать и также сюда добавить. Кроме того, конечно же, соль по вкусу, пару листочков лаврового листа, черный молотый перец. Можно добавлять любые специи на ваш вкус. Я не люблю лишние какие-то специи, добавляю только молотый перец. Еще немного острого перца из Турции привозила. Последний добавляю кипяченую воду. Должно быть примерно чуть меньше кастрюли, чуть меньше середины кастрюли. Все это хорошо перемешиваем и пробуем на соль. Если соли достаточно, то закидываем перцы. Если нет, то добавляем соль еще. Следующим этапом выкладываю тефтели. Вот так их рядышком выкладываем в серединку. По-моему, в этот раз я даже с бульоном переборщила. Можно было поменьше воды наливать. Все накрываем крышкой и доводим до кипения. После закипания тушим тефтели на медленном огне примерно 45 минут. Но можно тушить даже целый час, потому что у нас свинина. Прошел час, наши тефтели приготовились. Посмотрите, какие они аппетитные. Рис сварился, бульончик. И тефтельки все торчат, все красиво, аппетитно. Давайте вытащим пару штучек на тарелку. Смотрите, хорошо держатся, не разваливаются. Показываю вам тефтели внутри. Посмотрите, какие они сочные, рисинка к рисинке, ничего не разваливается. И они очень-очень вкусные. Под любой гарнир подходят эти тефтели, поэтому всем рекомендую их приготовить и всем приятного аппетита!